если у человека лимфостаз и у человека рожистое воспаление, это всегда говорит о застоях лимфы. Что необходимо делать? Лимфа — это жидкость, ее переизбыток приводит к застою. Когда происходит застой лимфы, то помните мое сегодняшнее повествование о том, что необходимо пить небольшое количество нашатырного спирта. Можно использовать, то есть чуть-чуть нашатырного спирта, там 10-20 капель на стакан воды, чтобы пахло, и пьем 1 раз в день или 2 раза в день. Такие же аппликации на рожистое воспаление. Второе. Рожистое воспаление и лимфостаз является переизбытком накопленной жидкости в организме и недостаточной работой почек. Именно поэтому необходимо обращать внимание на почки. Каким образом можно высушить свое тело и привести к тому, чтобы почки начали работать? Это однодневные голодания без воды. То есть выбираете время с самого утра и до позднего вечера, старайтесь ничего не пить и старайтесь этот день голодать. Либо в четверг. Также второе, обливание холодной водой в этом случае. Обливание холодной водой и однодневный голод 1 раз в неделю. В другом случае просто не поможет. Дело в том, что чем больше в вас лимфостаза, тем бесполезнее прием каких-либо препаратов. А о массажах можно даже не говорить. В день, когда вы не пьете воду и не едите ничего, в этот день можно принимать какие-либо натуральные мочегонные препараты. Я хотел бы вам посоветовать в это время принимать мой препарат, он называется асцимид. Асцимид. Асцимид, он уберет асцит, начнет выделять желчь, а также в этот день очень хорошо принимать в небольшом количестве горечи. Это мой препарат, который называется Амарум. 1/4 чайной ложки без воды, просто запивать, держать во рту и глотать. Также в этот день, для того чтобы ускорить процесс выведения жидкости из организма, из вот этих мест, можно принимать 1 столовая ложка алкоголя, который называется ирландский виски какой-нибудь односолодовый, вот так полоскать и глотать. Делать это на протяжении дня 4-5 раз. Дело в том, что прием небольшого количества этанола в виде вот таких спиртов может в небольшом количестве, если полоскать рот, вызовет выделение высокого количества лизоцима, пробиотика натурального нашего организма, что приведет к барьеру, поможет вам при этом стимулировать надпочечники, стимулировать мочегонный эффект. Там я бы мог объяснить, просто сейчас нету времени для этого. И вот такое применение алкоголя, горечи и голодания может очень заметно, прямо на глазах, уменьшить сам лимфостаз. При этом в дальнейшем привести еще и к уменьшению рожистого воспаления. Рожистое воспаление лечится антибиотиком. Обычно это в нашей медицине используется соль цефтриаксона. То есть используются инъекции цефтриаксона с новокаином или лидокаином, я не знаю с чем. И делают это 10-дневным таким вот 10-дневной терапией. Но опять-таки под наблюдением врача. Я вам говорю, что вот то, что я говорю, может быть гораздо эффективнее, чем использование антибиотиков.